Приветствую всех на своем канале. На заключительной серии по сборке российской самоходной реактивной системы залпового огня Grad БМ-21 в масштабе 1:35 от производителя российской фирмы Звезда. В этой серии мы доустановим различную мелочевку на корпус Града. Нужно будет установить зеркала, различное световое оборудование, установить колеса на свои места, сделать погодные эффекты, нанести пыль, пигменты различные, копоть на направляющие пусковые и так далее. В общем, финальная стадия наступает, и мы приступаем к нашей работе. Всем приятного просмотра, и мы начинаем.
Итак, наша эпопея по сборке РСЗО Град БМ-21 на базе Урала 4320 в масштабе 1:35 от производителя фирмы Звезда завершена. И вот что у нас в итоге получилось. Давайте расскажу по порядочку, что мы доделали в этой серии еще, чего мы добились. Установили мы на свои места различные мелочи, приклеили огнетушитель на свои места, установили зеркала. На зеркала я приклеил зеркальную пленку, которая шла в комплекте, но она сильно переразмерена. То, что идет в коробке, пришлось ее резать по периметру необходимому. Она намного дана слишком большая, чем нужно было. Установили мы различные световое оборудование, огни поезда сверху на кабину, на крылья установили поворотники, сзади установили фонари, приклеили мы катафоты, использовал я 3D декали от Quinta Studio для катафотов. Также использовал номера, которые шли в наборе с Quinta для установки на передний и задний бампер. Регистрационные номера. По самому Граду я потом еще поработал, сделал на него грязевые потеки такие вот. Потом нанес пигменты «Русская земля» под ниши, под арки колес. Вот в эти места на раму тоже загрязнил. Ступеньки тоже это все испачкал пигментом «Русская земля». Вот, чтобы она у нас не казалась такой вот чисто-чистой. На топливном баке в районе горловины я сделал потеки топлива, использовал такую специальную жидкость, которая имитирует потеки топлива. Вот. И здесь на пусковых направляющих закоптил их с помощью пигмента сажа и тем самым сымитировал вот эти вот гари от вылета снарядов, ракет. Вот. Ну и потом еще прошелся пигментом пыль по поверхностям кузова, вот, по местам, где предполагалось попадание пыли, там я все это нанес, потому что у нас машина-то военная, боевая, и она у нас не может быть совершенно чистой, потому что в военное время некогда мыть автомобили. Они имеют вот такой вот вид. Кроме того, я изготовил подставку под наш автомобиль. Хотел я ее сделать на деревянной такой вот подставке. Ну, основа была из дерева. Потом я сделал такие вот борта и с помощью гипса залил вот эту вот подставку из дерева, но по мере высыхания гипса дерево стало горбылем, и все вот это отошло, вся вот эта моя гипсовая начинка отошла, благо не сломалось ничего, и поэтому я принял решение сделать просто из гипса то, что у меня вышло, верхняя часть гипсовая. Вот, и получилось довольно-таки неплохо. Здесь я еще высадил с помощью различных, ну, вот этих вот травы различного сорта, сымитировал растительность. Здесь нанес пигмент «Русская земля», сымитировал поверхность земли. Сделал из проволоки, свил дерево. Потом листья сымитировал с помощью специальной такой вот поролоновой начинки. Вот. И вот такая вот у меня получилась мини-диорама на тему СВО. И
У нас и присутствует 2 бойца, один водитель, второй на земле, который дает ему пачку сигарет, прикурить. В общем, вот такая вот нехитрая диорама у меня получилась. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Ну, а у нас еще ожидает в конце заключительное видео, где я расскажу с деталями по постройке, с какими трудностями я сталкивался, и если они вообще были, и так далее. Что я использовал, как это все собиралось, все это будет в итоговом видео, как обычно на моем канале. Отфотографирую я еще рабочие фотографии. Ну и на этом у меня все. Будем прощаться до следующей серии, которая будет финальная, итоговая серия, вернее, где вы все увидите. Также будут качественные фотографии. Всем спасибо, всем пока и до встречи на последующих проектах. Всем пока.